Друзья, всем доброго утра. Около 11 часов. Я до сих пор в палатке. Погода решила нам напомнить о нашем осеннем прошлогоднем походе. Ветер просто сумасшедший. Палатка трясется. Короче, холодно. Даже комаров не видно под палаткой. Роман, похоже, еще спит. Да. Спит. Доброе. Привет. Нормально тебя так после баньки накрыло. Ага. Красота. Балычок. Да. Балычок. О, ледячок. Хорошо. Это прекрасно. Такую-то погодку. Да. Горяченькая. Как новая. Только старая. 3 года уже. 3 года. Так, пора рыбой заниматься. Пора чай попить. Чай тоже пора, да.
Как там дела на озере? Волна? Чистая доска. Жарится немножечко, еще и будем есть. Называется нечищенные жареные сучьи брюшки, щучьи. Сговорился уже стал от такого холода. Ну так очень необычно. Сейчас попробуем. Шкурка отстоит прям прекрасно. Очень даже. Прикольно выглядит. Висящий. Да, рыба вообще классно висит. Я думаю, до вечера это точно будет продолжаться. Если не... Слушай, помидоры в прошлый раз это будет 3 дня. Сегодня второй. Ну, вчера был так, разминочный. Не хотелось бы. Вышел пробежаться по лесу, поискать сувель березовый. Ну вот. Но наткнулся на грибы. Вчера мы с Романом готовили грибы, и мало было, в основном червивые. И тут вот сразу вот такие совсем молодые подосиновые. Вот еще один впереди. Подберезовик. Я первый раз здесь вижу подберезовик на Кольском. Посмотрите, какая красота. 1, 2, 3, 4, 5. 5 классных грибов в одном месте. Я, к сожалению, без пакета и без рюкзака, мне не во что их положить. Пока оставлю. Место довольно приметное. Вернусь, соберу. Ну, это просто шикарно. 5 грибов там, 3, 1 подберезовик. Но это наестся. Так что вот такая вот красота грибная. Классно. Ох, красавчики. Здесь рядом с грибами я нашел какую-то неведомую фигню.
Я ее еще не смотрел, но похоже это печка. Вот. Если это печка, то надо будет допереть ее в лагерь для бани. Роман будет просто в восторге. Значит, вот эта штука. Вот она. Вот грибы. Вот там растут грибы. А вот здесь вот эта вот штуковина. Да, это печка. Она неподъемная. Ох ты! Это печка. О! Нифига себе! Офигеть! Настоящая железная печуха. Ох. Так. Ого. Судя по такому количеству мха, который нарос здесь, лежит она здесь очень давно. Она была в мешке, мешок истлел, но мха очень много. Вот. Даже вот лосиное дерьмо здесь. Вот лосиные какашки. Один я эту штуку не допру. Она безумно тяжелая. Ее даже будет тяжело нести вдвоем. Ну, я не знаю, надо как-то это будет сделать. До лагеря, конечно, далеко. Но это того стоит. Баня будет просто суперская. О, круто. Наверное, не за один раз, но мы ее допрем с Романом. И это будет супер баня. Просто супер баня у нас будет. Круто. Я не представляю, откуда она здесь. Кто ее нес, когда и зачем. Но это супер крутая находка здесь, в тайге. Как в магазин сходил. Класс. Похоже, это перо вороны, который не дает мне спать по утрам. И орет прямо над моей палаткой. Возьму с собой. Ой, не, как бы его так. О. Не, индейцы из меня не получится. Не во что воткнуть. Холодает. Кстати, Роман отправился испытать удачу.
и порыбачить. Я на такое не готов. Там очень холодно, штормит, и я думаю, рыба такая же вялая, как и мы. Ничего ей сегодня не надо. Интересно. Если кто-то не знает, чем сувель отличается от капа. На сувеле всегда присутствуют вот такие почки. Вот почки. Вот ярко выраженные. Вот на большом тоже. Вот почка. Маленький, который я начал чистить. Вот на нем тоже видны комары. На нем тоже видны почки. Вот они. Вот такие отросточки. Это почка. Вот рядом сейчас сниму, и то же самое будет. Вот он сейчас такой будет весь в пупырках. О. Я смотрю, ты с добычей. А? Я смотрю, ты с добычей. Да. Короче, несмотря на неустойчивую погоду, я нашел шикарнейший свал. Я не знаю, сколько там метров, но моя не это, самая тяжелая блесна. Наверное, она весит грамм 18. И она компактная вертушка, то есть падает камнем на дно, падает там 25 секунд. Крутой свал. Да. И на этом дне, вот когда я только вышел, сходу, ну, грубо говоря, на самый каждый провод, там крючочек у меня так себе по остроте. Много сходов было. Но, в общем, хороший окунь. А потом я начал экспериментировать с вертушками. Ну, прямо на каждой проводке. Я поклевку, только надо долго ждать. Ну, считай, 30 секунд ты ждешь, пока она упадет. Вот. Потом начинаешь проводку, да, и почти на каждой проводке были поклевки. Я начал экспериментировать, раз такая классная рыбалка, да, попробовать разные блесна. Ну, пробовал, на какие-то лучше, на какие-то хуже. Вот, маленькие блесна ставишь просто на каждой проводке, но мелкий окунь. Все в аут. Один, ну я старался там их аккуратненько, да, цеплять, но один вот зацепился неудачненько. Я его, конечно, отпустил, но вижу, он так как-то неохотно пошел в воду, где-то рядом с лодкой поплавал немножко, ну дальше я увлекся рыбалкой, через некоторое время баклан такой, меня прям пикирует воду, и с окунем уходит. Я понял, что я покормил баклан. Покормил. Как-то так, ну и щуку поймал еще. Отлично. Там дежурная на том же месте. Ветрюка сносит. И я якорь свой отпустил, там метров 5, наверное, у меня веревки. Ну, как обычно, около тростника там встал и начал, обнаружил свал. Начал его обстреливать, начались поклевки. Вдруг я смотрю, что-то поклевки уже под самой лодкой просто. И какие-то такие вялые на вертикаль. Ну, там так глубоко, что уже почти вертикально поднимаешь. Поворачиваю голову, ё-моё, а я не на якоре. У меня якорь там висит как этот. Я его там отстегнул, он все равно висит. Я на весло в берег. И, в общем, где-то там зацепился якорем, ближе к берегу. Меня опять снесло. В общем, я уже доплыл до самого этого тростника. Якорь там очередной раз бросил. И оттуда стоял, обстреливал. Ну, такая, ничего себе, рыбалка. Много-много мелкого окуня отпустил. Ну, и мелкого. По ладочским размерам нормальный. Мы такого там берем. Здесь понятно. Мелкий, откровенно, да. Иди расти дальше. 200 грамм нам не интересно. Как-то так. Сильно устал? Не сильно. Переодевайся, у меня для тебя сюрприз. Но надо в тайгу прогуляться. Окей. Все, сюрпризы я люблю. Погнали. Вот это клад, я тебе скажу. Она мхом была заросшая вся, я ее выкурил немного. Знаешь, я знаю, где от нее труба. Именно видел, да? Диаметр совпадает. Ну понятно. Так, чисто визуально. Но она, конечно, зараза тяжелая.
Хо-хо. Надо думать. Так. Я ее точно так же волок. Там бутылка. Да. Так. Это мы смажем. Дырочки есть. Блин, она классно сделана. Она очень классно сделана. Она, конечно, старая сильно, но она и толстая сильно. Да ей вообще ничего не стало, сколько она тут лежала. Ну ржа пожрал. Нету только этой поддувальной крышки, задвижки. Я не нашел. Задвижки нема, да? Ну да, вот. Да и фиг с ней. Зола и зола. Не, ну просто выжигать будет, мол, типа. Да, ну подкатил камушек, как положил. Да. Берем что-нибудь. Весь вопрос только... Как ее переносить? Я думал, какие-то палки может вставлять и нести. Ну, носилки надо Носилки сделать, однозначно какие-то, да. носилки. Без носилок мы это дело не потянем. Ага. Теперь надо еще придумать, куда мы ее и как мы ее. Ну, мы где вот, наверное, баню хотели в новом месте, туда ее поставить. Меньше 9 градусов. 8,9. И влажность 70. Шо? Да хватит. Потом если что. Ну давай, чуть-чуть еще. Ну, хватит, все. Ага, приступим. Угу. Очень есть хочется. Грибочки с гречечкой. Хорошо. И горячие.